Доброго времени суток, ребят. Так, незапланированное видео, скажем. Такое, очень интересное. Смотрите, что у нас есть. Видео будет беглый, краткий обзор, что в первую очередь визуально наш глаз затронет в плане, что же изменилось у нас в франшизе игры Mu Origin. Те ребята хотя бы хоть когда-то, хоть чуть в эту игру играли, знают, это что за игра. Я же скажу свою предысторию, что я очень больше года игры потратил в этой игре и являлся одним из топов на одном сервере. Очень долго я играл в Mu Origin 2, и мне эта игра очень нравилась. Да, игра Pay to Win, то есть донат присутствует, заранее говорю, он тут очень лютый. Попервые, особенно для новичков, все, что связано было с оружиями Архангела, подробнее это мы столкнемся дальше, да, сейчас когда будем обозревать, и так далее, то есть очень много таких моментов. Были у нас VIP-локации по типу боссов, данжев, которые мы могли посещать, имея определенный VIP. Вот. Чем же прекрасна была эта игра? Все-таки своя механика, динамика, именно скиллы, развитие, таланты, все-таки интерес был. И даже на просторах RU комьюнити игра очень была в плане именно онлайна известная, и много людей играли в сообществах, и частые вот эти объединения серверов, конечно, и когда уже со временем начали просто сливать слияние серверов в таком порядке, что разброс между ними очень большой стал, игра потихоньку начала угасать. Я же покинул эту игру, конечно же, отчасти и от этого, но у нас, я не помню, пару лет назад, когда я покинул эту игру, с чего это все началось? Мы играли в эту игру с своей комьюнити, с своей гильдией, у нас топ-гильдия была, у меня топ-персонаж был с хорошим бустом, топ-1 на сервере, в своем кроссе. Поначалу я играл магом, потом у нас новый этот открылся, добавили нового персонажа, новый класс, это была провидица, я спекнулся провидицу, и я считал ее такой некой имбой, потому что она была живучая, очень дамажная, очень интересный персонаж. Не суть, почему все-таки проект, я считаю, тогда загнулся, многие ушли. Были потрачены разными людьми большие очень деньги. И в один прекрасный день разработчик решил все RU сервера, все абсолютно, просто взять и объединить с общими серверами Кореи, Китая, неважно, да, могу ошибаться, но с общими серверами всего мира. И все RU сервера объединить в один сервер. Точно сейчас какой сервер я не вспомню, то ли 391, то ли 393, не суть, 390 какой-то сервер, я помню, нас объединили, сказали, ребят, не волнуйтесь, не переживайте, те, кто тратил очень большие деньги, кто являлся топом, просто пишите в саппорты, были группы, пишите данные своего персонажа, после того, как вы стартанете на новый сервер, был минус в чем? Нам пришлось качаться с нуля. С нуля, прям с первого левела, выбирая персонажа. Мы должны были написать саппортом, предоставить информацию ID о старом персонаже. Соответственно, мы, чтобы получили компенсацию, как они сказали. Компенсацию, что равносильную тому, что являлся ваш персонаж до этого. По итоге, вкратце, компенсацию равносильную того, что было потрачено, даже близко не получили. По крайней мере, я и многие другие. И из-за этого я покинул проект.
Если более подробно, я, скажем, давайте, сильно не буду растягивать, в течение 2 минут попытаюсь вам объяснить, что же такое было именно в этой компенсации. Чтобы вы понимали, запущенный чар топ-ранга и ближайших конкурентов к моему персонажу не было, потому что очень много ресурсов было вложено и очень сильный персонаж был. Коллекция и галерея закрыта была с внешками самыми топовыми, и они раскачаны в high level, то есть там донатные крылья с особыми навыками и так далее. Очень редкие вещи, которые при возмещении, это одна из мелочей. Наборы питомцев, связь питомцев, которые сигили, руны, все, то, что вы делали под билд своего персонажа, ничего нету. Вы получаете пустой некий буст в замену. И причем было ощущение, что буст у всех был, не ощущение, а это 100%, буст был у всех один и тот же. Люди, скажем так, потратившие условно там до 1000 рублей, 200, 300, неважно цифра, и у тех людей, которые потратили сотнями тысяч рублей, буст, возмещение был именно что конкретно возмещалось, ресурсы и паки были одни и те же, только те, кто потратился больше, якобы, у них чуть-чуть коробочек больше было. Все, больше никакого этого не было. Заюзав эти бусты, даже открыв эти коробки, я даже на 1/4 часть не приблизился к тому персонажу, что столько лет я качал, столько лет мы тратили нервы. Причем к этому персонажу были причастны люди из гильдии, некоторые, которые тесно со мной общались, да, они, если увидят это видео, подтвердят, что был такой персонаж, вот. И, соответственно, я тогда, я помню, на форуме писал, скажем, гневные письма в этом плане. Ну, гневные в том плане, что я возмутился, что это, ну, это как минимум несправедливо и так далее. Плюс это было именно с комьюнити у многих ребят такое отношение. Я не буду говорить у большинства, потому что с каждым я не общался, но это было видно. Для тех же ребят, кто и так не тратил ресурсы какие-то свои, да, для тех ребят это как бы никак не коснулось, ничего не поменялось. Единственное, что все качать снова, с нуля. И плюс, чтобы вы понимали, объединить все сервера в один сервер, то есть один ру сервер появляется. У вас был, допустим, я не помню, там до 100 с чем-то серверов, и у вас появляется один сервер, в который все объединены, плюс туда еще пришли люди, которые обманным путем писали, что они тоже играли на каком-то другом сервере ру, да, хотели получить плюшки и паки. Там начался бардак, и они получали. Ладно. Вот из-за такого бардака многие ребята, очень активно игравшие, ушли, и игра и так загнулась еще и до этого, потому что онлайн слишком страдал, как и везде, потому что сервера штампуют, донат нищат. По поводу выполнения квестов, бега и автобитвы я молчу, потому что у меня к этому нейтральное отношение, потому что все-таки это мобильная игра. Я считаю, что автосоставляющая и боевки, и там ПВЕ как-то что-то должно. Если вам не нравится, можете отключить. Это предыстория Mu Origin 2, именно мой expansion, именно мой опыт в этом. Сегодня же я хочу просто пройтись. Я не знаю, сколько будет длиться именно игровой геймплей мой сейчас в этой игре. Игра же у нас, если точнее быть, стартанул на Южной Корее.
23 числа анонс был. У нас разработчик этот обещает, что WebZen, этот разработчик в частности, обещает, что здесь самое, скажем, важное, что есть в этой игре, в этом обновлении, у нас продвинутая графика на движке Unreal Engine 4. Вот. Плюс у нас тут добавлена система полетов, получается. Ну и так далее. Там какие-то поля битвы. Но поле битвы бездны, насколько я помню, она так и была еще. Неважно. Сейчас мы это посмотрим, пощупаем, что на первый взгляд мы увидим. Что мы можем, скажем, невооруженным глазом, просто с первых моментов. Я считаю, что это будет мнение, именно экспертное мое мнение, ребят. Потому что в этой игре, я повторюсь, я очень много времени потратил, играл очень долго и имею понятие и знаю все это. Что касается картинки, вот сейчас, когда мы заходим, ничего абсолютно не поменялось. Единственное, с графической точки зрения чуть-чуть поменялось, типа, но это понятно, промо. Игра доступна на Корее. Соответственно, она есть в Play Market, но для наших стран оттуда загрузить и установить для нашей страны, в частности, это Россия, недоступно, да, неважно, Россия, но, скорее всего, СНГ, потому что она анонсирована на Корее, то есть релиз полный на Корее. Как можно будет скачать, где поиграть, в частности, я играю с LD-плеера. Сейчас я вам покажу. Вот у вас LD-плеер. Вы качаете LD-плеер и 64-битный LD-плеер вы качаете. Что дальше? Вы можете просто зайти здесь же в браузер. Ссылочку я оставлю в описании ссылкой на скачку игры. Для начала вы качаете вот этот маркет, называется APK Player, да, APK Player, и по той ссылке, которую я закреплю в комментарии под видео, вы сможете скачать этот APK Player и скачать эту игру. После установки APK Player закрываете, запускаете, он инсталирует еще OBB какой-то файл, чтобы он полноценно работал. После уже скачиваете по той ссылке, соответственно, эту игру и нажимаете открыть и выбираете открыть его через APK Pure. Не APK Player, а APK Pure, извиняюсь, это маркет. Соответственно, вы открываете через этот маркет этот файл скачанной игры, и он устанавливается. В итоге вы получаете игрушку. Она будет, конечно, вам доступна на Корее. Те ребята, которые играли, может, хотят как-то попробовать, интересно, можете зайти, поиграть, если интересно. В каких-то аспектах новых, если я здесь увижу, я буду с помощью переводчика, соответственно, разбираться. Но где какие кнопки, что и как здесь примерно работает, я знаю уже на ощупь. Я считаю, я думаю, я еще не запускал игру, ребят. Но я почему-то подозреваю, что основной именно элемент визуальной составляющей не поменялся. Если поменялся, мы сейчас будем обозревать. Что мы вот на первом окне, соответственно, зашли, сервер давайте, вот 9 самый новый, якобы. Не буду смотреть там какие сервера. Так, секунду. Понятно. Так. Вот. И что мы видим, ребят? Здесь насчет картинки они решили не заморачиваться. Модели персонажей вот здесь на вступлении они те же самые. Плюс, ребят, здесь раньше на Unreal Engine 2 модельки, которые были... так, секунду, я музыку потише сделаю. Надеюсь, она не шибко повышена. На чем остановись? Даже вот это визуальное, когда вот вы выбираете персонажа, он выполняет какой-то маневр, модельки были как бы отдаленные и больше, и как бы
скажем, маневр до конца совершали, и персонаж останавливался, и вы видели. Здесь же она, вот, я не знаю, то ли это он у меня, он с LD-плеера так показывает, хотя он на мобиле также. А по графике видим, но, соответственно, на мобиле он-то будет получше показывать, что ничего нового нету, в том плане, что общая составляющая именно, скажем, картинки, модели персонажей, тут они не стали заморачиваться. По персонажам у нас класс, пол привязан к классу вару. Единственный пол мы можем выбрать на маге. Вот это я точно не помню. По-моему, и во второй части у нас, да, можно было выбрать пол именно на это. Каким? На маге. И у нас лучник класс, тоже пол привязан к нему. Абсолютно модельки практически те же самые, что и были раньше. Но чуть-чуть есть улучшение, именно, я не знаю, именно сейчас на вступлении. Какой-то визуальной составляющей. Еще что я заметил, тут у нас есть восхождение под классы. Соответственно, у нас это дефолтная тема. Чтобы точнее переводить, ну тут понятное дело, у воина это по типу на ДД урон, берс, да. У мага что у нас? Магу у нас огненный маг больше, да, и у нас ледяной маг льда, и лучник у нас идет такс. Как перевести? Ну, сейчас попробую я перевести точнее, сказать, что... Так, секундочку. Это у нас Корея. Ну, у нас получается, это у нас как урон, а это контроль. Все понятно. Короче, стези у всех плюс-минус одинаковые. Первая проф это у нас на контроль получается. Ой, извиняюсь, не на контроль. Первая стезя у нас получается у всех это на атаку, что-то ПВЕшное. Второе это у нас на контроль. Именно вот этого я во второй не помню. Такого не было. Что в первую очередь занят. Ладно, мы будем выбирать мага. Сколько магом? Я очень много играл. Я и с воином играл. Понятное дело, что здесь в Origin 2 на данный момент доступно у нас воин, потом маг, лучник, провидица, потом у нас есть стихийный воин, то есть смаг, физ атакой. И есть у нас Валькирия добавил. Здесь же у нас все дефолтные вот эти 3 чара. Я не знаю, для чего это сделано. Это, ну, если честно, я считаю, это большой минус. Но в чем новый экспаншн? Если это только в графике, то, ну, ребят, есть многие проекты, которые получше будут графикой. Но как бы эти уже классы давно есть в старой игре. То есть мне надо пойти в новую игру и... Ладно, мы выберем что? Ну тут-то не важно, это, по-моему, с пробуждением. Мы мага-контроль выберем. Окей. Вот что изменилось. У нас есть редактор внешки какой-то, да. Есть уже... с какими-то шаблонами уже сделанная, да, игру, внешка. Можем еще, так, прически менять, соответственно, тоже шаблонные, цвет волос, вот, что еще, телосложение, вот, что, ну, тоже шаблонное телосложение у нас тут. Ага, джойстиком, можно так. Ладно,
Ну, в принципе, больше ничего нету. Доспехи можем посмотреть разные. Ну, графика не очень, но я надеюсь, в игре-то получше будет. Так выглядит, это сеты, скорее всего, разные, с шлемом. И, в принципе, все. Это что касается причесок. Здесь у нас ползунок. Тоже, что касается прически. Лица. Здесь у нас еще какие-то правки. Глаза, губы. У нас есть татуировки какие-то мы можем сделать, да? Еще... Что у нас? Давайте сделаем такого. Где? Ладно, не будем ставить, вообще как-то стрёмно выглядит. Так, телосложение, то, что я вам говорил. Так, очертания. Ну, понятно. Каких-то тонких моментов тут изменения внешнего вида не шибко много, но они присутствуют. Есть. Сделаем что-то такое. Не будем на этом заострять внимание. Я никогда по внешкам этим... Нет, я за то, и мне нравится, конечно, внешки. Я, наоборот, еще тот тип из тех, которые внешка игры очень нравится и как бы особое значение имеет. Но на данный момент меня интересует, что же в игре у нас новое. Ну, понятно, здесь у нас реклама, объявление, что у нас тут, какие ивенты проходят на старте игры, есть какие ивенты, которые якобы мы можем с выгодой плюшки получить. Но понятное дело, что это будет касаться доната. Unreal Engine 4, движок, от этого движка стоит ли ожидать хорошую графику? Да, хорошая механика, графика именно. Намного будет отличаться от предыдущей версии. Конечно, предыдущая она устарела, ей не пару лет, скажем. Я ее знаю, больше 3-4 лет. Так что имейте в виду. Что у нас тут? Идет картинка сюжетная. Ну, по крайней мере, пока что по картинке видно, что неплохо нарисовано. Предыстории читать что-то не будем. Кстати, не пропускается почему-то. Так, визуально, ребят, что изменилось визуально? Джойстик, кстати, джойстик я сразу настрою. Поскольку мы играем через эмулятор, нам так удобнее. Мне удобнее, по крайней мере, записывать. Вот так. Все, в принципе. По интерфейсу есть изменения. Вот здесь колесо поменялось, да? Что у нас? Задание. Задание там же находится. Ну, иконки нету у нас персонажа. Что откроется. Внизу у нас такой стат. Получается. Боевой мощи нашей. И тут шкала хп с маной. Внизу сразу нам предлагает включить 3D, либо классическое 2D. Ну, давайте мы заценим разницу. Ну, понятное дело, так. Камера удаляется нормально, двигается вверх-вниз. Сейчас попробуем еще настроить графику на максимум, тут выкрутить. Потому что мне тут что-то не нравится. Так, это здесь должно быть. Да. Но не густо, скажем. Я не знаю, на телефонах. Так, высокие разрешения. Дальше что у нас? Сколько? Вот разрешение, что касается. Так, почему не включается?
А, окей. Вот так. Что мы еще тут? Графика. Так. Дистанция камеры. Окей. Как-то так. Так, секундочку. Как у нас переключиться на персонажа? Конечно, зайдем сюда. Блин, ребят, ну, прорисовка как-то... Модельки в игре самой, конечно, поменялись. Конечно, отличается во многом то, что внешне можно редактировать. Модели оружия, шоп. У нас еще вкладочки здесь, которые... Меню такое же, как и Origin 2. Меню, то, что у нас открывается. Нам дают подарок, это старта, да. Алмазы, кристаллы. Такс. Дальше. Ну, слушайте, я бы не сказал, что графика такая выдающаяся. Я все-таки как олд буду играть все-таки. 2D режим. Кстати, 2D не прикрепленная камера, свободная. Если что, вы можете двигать. Да. Вот. Но картинка получше, гораздо лучше, чем Origin 2, что касается. Вот, видим, на питомцах кто-то, ребята, двигаются. Окей, ребят, сейчас я донастрою еще какие-то параметры, я попробую еще выролить. На максимум вроде выставил. Все возможные. Так, 30 игроков отображения. Так. Так. Тени высокие можно сделать, да? Потом еще. Тут дальше, ближе, вверх у нас что у нас? Я просто с переводчиком это все делаю. Детали карты видно. Так, секунду. Вот. Либо можем просто выбрать что-то у нас поменялось, нет? Ну, детали теней, то, что есть изменения, конечно, но... Ладно, давайте. Что у нас тут? Ну, плюшки при загрузке игры, которая обновляется, когда вы запускаете. Камни, ресурсы какие-то. Это камни дополнения. Вот. Для шмота, для вашего. Все увидите. Визуально они такие же. Тоже камни такой рисовки были еще. Тоже под усиление чего-то. Сейчас мы вспомним попутно. Давайте по сюжетной линии пройдемся, посмотрим, какие скиллы, что. Ну, с такого ракурса вблизи у нас, конечно, персонаж прорисованный, кажется интересным. Единственный вопрос к волосам и детализации. Ничего. В общем, так, в общих чертах если брать, ну, более-менее. Но не сказать, что вау, вот это графика. Я бы не сказал. Тут у нас выборочно сюжетные подответы. Так. Кстати, почему-то у нас не работает. Окей. А почему я пропустить не могу, да?
Хотелось бы пропускать эти разговоры, все равно мы их не понимаем, сюжетную линию. Я бы, конечно, попытался. А, так, мы не можем ничего написать. Отлично. То есть мы должны написать его на корейском или каком языке, допустим. Не на английском. Вот, понял. Так. Для 6 символов или что он сказал? Окей. Это имя персонажа, я так понял, мы создаем. Да. После уже входа в игру с первого квеста. Ладно, давай по-быстрому пройдемся, посмотрим по скиллам, визуализация может в бою как-то. Но я думаю, что дальше с обновлениями картинка станет лучше. Но пока что нету такого эффекта вау. Ну, она, скажем, не была революционной даже на выходе с самой игры. Графика. Она была такая топорная и плоская, необъемная. Но скиллы, конечно, когда применялись, они ощущались более-менее. Но все равно. Окей, хотелось бы, конечно, первый минус то, что нету пропуска вот этих диалогов. Что мы можем, да, посмотреть. Так, ну понятное дело, сейчас все по сюжетной линии мы с пола одеваем гир нашего чара. Открываются новые плюшки какие-то. Что это у нас? Открылось. Левел показывает, 10-й левел. Это... Так, скип вот появился, я не знаю, может сейчас теперь появляется. Нет, в каких-то моментах можно скипать, в каких-то нет. Выставление рейнджа атаки кого-то хватит. Блин, ну, ребят, я не знаю, у меня такое двоякое впечатление по поводу графики. Давайте я еще раз гляну, где я что недовыкрутил. Все на макс выкручу. Тени, отображение. Дальше разрешение сколько? Ага. Почему так? А что это было? Что за галочка? Вот. Ладно, я просто системные настройки вот включу высокие. Может перезайти надо как-то. Окей. Видим мы мобы. Так, с руки бить. Так, мы выбирали ледяного мага, но у нас видим, что перки на именно навыки огненного. Я так понимаю, что, как я и знал, предполагал то, что у нас это будет доступно, когда пробуждение будет персонажа, выбора именно подкласса. То, что вы вначале выбираете какую-то стезю, это ничего не решает. Так, все, дальше побежали мы по квестовой цепочке, просто нажимая по квесту.
Так, что-то новое у нас открылось. Это у нас вкладочка навыки. Предлагает нам открыть навык. Я помню этот навык. Он... Ну, ребят, если честно, смотрите, ничем не... от второй части вот этот скилл, но что они поменяли? Что вот здесь они поменяли? То есть этот скилл есть и во второй части точно такой же, да? Если Mu Origin отличается сильно в основном тем, что тут Unreal Engine 4, графика и какие-то на старте визуальные настройки персонажа, то, ну, я не знаю, ребят. Но, кстати, и ветер, я вижу, тоже этот скилл был. Ну, если честно, эта игра очень нравилась. И пока что я не впечатлен, даже чуток расстроен. По графике мне вообще абсолютно непонятно. Графика не вызывает какого-то, скажем, положительного вау-эффекта. Скажем, наоборот, как-то у тебя вопрос такие, чего? Вот, по типу такого. Вот. Ну, ребят. Нет. Ну, это что-то такое. Непонятное. Модельки чуть прорисованы, но в основном они те же самые. Пока что у нас авто недоступно. Карта сюжетка. Ну, двигается, но смотрите. Графика. Вот 2022 год мы заслужили такую графику. Возможно, это на эмуляторах, но понятное дело, что только релиз произошел, и возможно, что-то они в патчах будут дополнять, в обновлениях, соответственно, что-то менять, добавлять. Но в основном все, что я пока вижу, даже посох, ребят, визуально в картинке, то есть моделька та же самая, то есть графикой чуть-чуть они здесь постарались, порисовали. Этот самый первого левела посох. Не верите, зайдите в Mu Origin 2, вы поймете, о чем я говорю. Те ребята, кто не играл. Я-то помню ее. Я-то играл очень много и давно. Я это все помню. Это один из проектов, в которых я очень долго играл. Поэтому, ребят, я так говорю. Знаю то, что... Но... чуть-чуть разочарован, расстроен. И буду ли я играть Global релиз этой игры? Можно попробовать, все зависит от вас, дорогие зрители. Посмотрим, как реагируют люди, нравится ли им такая игра, нужно ли. Просто чтобы сделать. Ну, посмотрим. В графике есть вопросы. На то, что они так сильно нажимали, да, скажем. Ну, пока что она не вызывает такого прям положительного эффекта. Да, чуть-чуть якобы лучше, но посмотрите визуализации скиллов. Автоатаки обычные то же самое. Ну, чуть-чуть красочнее, конечно, картинка стала. Мобы чуть-чуть перерисованнее. Интерфейс общий, то, что мы видим, чуть-чуть изменен. Но в общем, такого сильного, то, что я сейчас вижу изменения в плане графики. Коня нам дали. Нет, нас везут. Еще напомню, графику я выкрутил на максимум. Можем даже так сделать, да. Вот. Все включил по максимуму. Но пока что так.
За ачивки какие-то плюшки даются, наперед показываю. Так, скиллы, на скиллы золото. Так, новый скилл у нас открылся, да. А, еще книга нужна на открытие. Ну, все так же, все то же самое. Ну, там, понятное дело, было. Так, что у нас? Нарисованы ресурсы по типу нефрита, изображения, да. 35к мы получили, для чего? Да? Сейчас мы поймем, для чего это. Ага. Для покупки скиллов, навыков наших. Мы используем именно отдельный ресурс. Вот. Здесь у нас есть что? Вкладочка загорелась, что рамочка есть. Еще какие-то ресурсы. Я так подозреваю, что это донатная вещь. Доступность 50 левел. Ну, дальше увидим. Окей. Активация нового навыка. Прокачали. Прокачать все есть кнопка, это удобно. А второй части у нас прокачать все только, а не все. То есть отдельно скилл ты мог прокачать на все, да, на авто. И каждый вот так нажимаешь. Это было неудобно. Так. Ну, можем авто включить. Это у нас что? Так, мы видим то, что мы можем ресурсы какие-то взять. Дополнение с 20 левела. Перья. Ребят, это один в один, как со второй части питомец. Вообще без каких-либо. Просто один в один. Вообще, ну... Те, кто, ребята, играли, еще раз я, наверное, буду несколько раз еще, наверное, повторяться в этом видео. Те ребята, которые играли в эту игру, они вспомнят, они поймут, о чем я говорю. То есть никакого изменения. Какого-то косметического изменения, даже косметического изменения. У нас титулы. Вот. Косметического изменения нету. Сильной графики какой-то нету тоже. Модельки вот этих питомцев и то, что мы видим, да, вот этих мобов, они не очень. Волосы из крови из глаз. Не то чтобы я сейчас это видео записываю, чтобы захейтить игру, я просто первое впечатление, обзор на игру делаю так, что поскольку я играл раньше в игру, мне интересно, соответственно, кому-то если интересно, я хочу показать эту игру. Поскольку новая игрушка, у нас тут приручаем питомца. Питомец, конечно, первый очень странный. Это что у нас? Ребята, это что? А, надо сейчас поймать, погодите. Окей. Не понял. Все, окей. Ну тут сторону, но это смесь чего? Курицы какой-нибудь, да? Грифона. Коня, единорога. Это странная хрень. Я такого... Я такого... Жесть, ребят. Ну это я не... Ребят. Они хотели нарисовать, наверное, какого-нибудь тираннозавра, да? Или маленького какого-нибудь динозавра.
Я не знаю, что в голове творилось, когда создавали. Ну, фантазия у них оставляет вопросы. В положительном формате ли. Ну, тут у нас достижения, за которые мы получаем там какие-то алмазики, да, разные плюшки, нефритовые вот эти камни. Дальше еще у нас двигаемся. Жалко, что не могу пропускать каждый при нажатии вот этот диалог. Или отвлекает нас. Ну, мы только что 2 раза поговорили, поговорим 3-й раз. Для ребят, которые не играли вообще эту игру, скажут, стоит ли проект внимания поиграть. Ребят, я бы вот так, если вы просто хотите скоротать время, побегать что-то, посмотреть что-то новое, я бы, наверное, ну это как-то странно прозвучит, если вы хотите скоротать время, что-то попробовать новое, зайдите в старую игру. Да, это так. Ну, потому что, ребят, здесь, то есть в старой графикой практически, ну, такой разницы нет. Я не знаю, эксперты будут все равно, возможно, в комментариях какие-то. Нету тут такой графики, вау. На мобиле будет, возможно, чуть-чуть получше, но такой разницы не будет. Настройки на плеере я выкрутил максимально. Есть она разница, конечно, чуть прорисованнее, чем предыдущая игра. Все, на этом все. На этом все. Визуально то, что мы на первых порах видим. Скиллы нарисованы те же самые, вообще ничем не отличаются. По крайней мере, питомцы, которые там внешне мы видим, то же самое. Анимация скиллов один в один, тот же самый. Возможно, механика скиллов изменена как-то, но это я не буду углубляться, читать, переводить, потому что это долго. И я не думаю, что они этим что-то изменили. И потому что в заявлении об игре, в описании них акцент делается, что игра на новом движке Unreal Engine 4. Вот и все. Плюс у нас доступны полеты в игре. Соответственно, вот и весь контент, как говорится, да. Что же касается у нас старой части, скажем, да, относительно, то есть второй. Так, это что у нас? Ну да, это то же самое, я же говорю. Кстати, я не помню. Это, по-моему, баф. Дальше у нас идут перки пробуждения скиллов. Я даже вам заранее скажу, да, потому что знаю, помню. И смотрите, ребята, то, что касается старой части, там у вас, во-первых, больше доступно сейчас персонажей, классов. Контент уже как бы допилен, его очень много. Понятное дело, за рейтингами там гнаться не имеет смысла. Плюс она полностью на русском, да. Соответственно, нам проще играть. Но олды, которые играли в эту игру во вторую часть, ну, я не знаю, можно, конечно, побегать, поиграть, что-то новое, смотреть здесь. Но я думаю, ру комьюнити не так сильно рванет в эту игру, это не тот проект, скажем так. Это мое субъективное мнение. Посидеть, пощупать, поиграть, я поиграю, я посмотрю. Но задротить ее на Корее и что-то играть, это не из тех проектов, которые я так могу. Вот.
Так, дальше проходим сюжетку. Но, не знаю, мне анимация скиллов абсолютно не нравится. Сейчас я еще ветер применю. Так, сам. Кстати, направление скиллов я не могу задать. Вот скилл ветра поменялся. Ну, визуально, да, есть. Скиллы стали объемнее. Прорисовка общая, нормально. Мне просто детализация не очень нравится. Она не четкая. Она смазанная. Какая-то, видите, теряется, смазанная. Движок, понятное дело, совсем о другом, конечно. Но, блин. Такс. Да, Даш, вспомнил. Вот внешка вот этого скилла, конечно, чуть поменяли. Ну, наш блинк. Блинкаемся в точку. Вот. Так, и вот, наконец-то, все те, кто говорил, дружище, игра же стильно донатная, почему же мы до сих пор не видим рекламу вот эту навязчивую в плане доната? И вот, наконец-то вы достигаете ключевой левел, когда они думают, что все, вы созрели для этого. Смотрите, отображение внешнего сета вот этого один в один со второй части. Посох тот же самый. Это у нас, да, ребят, это внутриигровая валюта, транзакции, обычным смертным, скажем, переводом донат, как мы привыкли, да, знать. Вот она мне предлагает первую покупку сделать и получить какие-то бонусы. Она вот таким сундучком загорается, и это будет точно не один из них. Будет много у вас. Так что привыкайте. Данжи. Рисовка данжей. Рисовка данжей, в общем, картинка стала объемнее, визуализированной. Окно, как все вообще сделано, то же самое со второй части. Мы сравниваем, что новое, что старое, да. Все то же самое. То есть все, что мы здесь видим. Единственное отличие, вот главный экран, где мы видим вот персонажа, и здесь изменения, да, здесь у нас иконки персонажа, здесь привязки нету. Колесо навыков такое же. Здесь меню доступа разных функций у нас то же самое. Вот. Так, камеру мы можем менять вот так. Ну вот боссы, конечно, прорисовка есть, да, скиллы, применение вот этого всего есть прорисовка. Да, и вот эту фишку они не убрали со второй, то что не сразу выходите из данжа. Вот смотрите, ребят, сейчас видели, вот анимация, вот здесь как бы есть прорисовка. Вот так не везде ощущается. Так, в принципе, неплохо иногда смотрится картинка чуть-чуть. Все-таки чуть свежее будет. Но это с обновлением, с патчами они, конечно, будут подправлять это. Если они всерьез рассчитывают выкачивать с этой игры деньги, то я думаю, они этим займутся. Но вот с такого ракурса, вот с такого, все, что мы видим, вот с такой модельки, да, обычно. 2D кто играет, да, по классике.
Я, допустим, вот с такого. Если камеру можно было тут закреплять, было бы круто. Но это не камеру закреплять, это у нас фотографировать. Ну, вот, как бы, не очень понятно, смазано как-то. Приблизим. О, более-менее. Ладно. Дальше у нас показывает сверху, это у нас то, что achievement на 52-м левеле, у нас откроется, связано со снаряжением, созданием точкой и так далее. Так, что у нас по рюкзаку? Рюкзак визуально стал больше, шире. Так, где у нас склад? Вспомнить бы склад. Ага, это у нас расширение. Где у нас склад? Вот склад наш. Окей. Это склад же? Или я что-то путаю? Сейчас, секунду, ребят. Это не склад. Ладно, может откроется. Потому что всегда проблемы были с этим. А ячейки открываются со временем, либо за алмазом открывать. Это не очень прикольно и неудобно. Это я что имею в виду со второй части. Связано это было. Ну, очередная ачивка. Забираем не такие прям сильные награды. Хотелось бы видеть какие-то со старта плюшки, подарки. Но пока что таких нету. Зная щедрость вообще корейских разработчиков, можно этого и не ждать. Ну, вот так красиво. Свечение такое видно. Конечно, вар выглядит. Рисовка, моделька, общая моделька NPC и тех же крыльев, которые мы видели, один в один, как и было прежде. У нас новое что-то открылось здесь, сундучок. Это шоп донатом, да. Предлагает у нас тут что-то купить. Это у нас награды за один донатный алмаз. Но один донатный алмаз тебе придется купить. В любом случае. Он типа сделан специально, что ли. Так. Потихоньку дальше проходим. Книжку купить. Давайте открыто, но у нас нет. Нет, не открыто. Ресурсов хватает. Ладно, просто прокачаем пока что. Забираем ачивки. Алмазы, эссенции и так далее. Так, погнали дальше. Показывает еще у нас разбор снаряжения, кормежка. Просто разобрало обычно. У нас был сигиль, который эмблема, в которой мы кормили этот шмот. Может, пока что еще не открылся. Камера, ребят, камера, что мне не нравится. Я люблю максимально отдаленно играть, больше обзор, обхват иметь в игровом пространстве, но тут она сама обратно приближает. Меня это дико раздражает, всегда раздражало. Вот, допустим, я сделал максимально. И она приближает ее обратно. Это как бы постоянно вот отдалять и все это делать как бы не нравится. Ну, это заточка у нас, усиление. Называйте как вы хотите. Плохо то, что опять во всех играх ты не можешь, ты не хочешь сделать, заточить, но она тебе обучение не пропускает.
Здесь у нас показывает аура-эффект от усиления снаряжения. Аура-эффект от плюс 11 усиления, да, шмот и оружие. Такой блестящий силуэт появляется. И мы можем, кстати, посмотреть грейд. 13 на 15 заточка. Доступно на 15 максимум. Окей. Понятно. Заточим еще пушку. И заточка передается тут при смене оружия. Посещение ежедневно и награда. Это месячный этот, как его, ивент. То есть каждый день получаем такую-то награду. Ключевые какие-то ценные награды тут якобы изображены по каким дням. 3, 8, 14, 21, 28. Про 3 и 8 я вообще молчу, остальные более-менее как-то выглядят, хотя бы визуально, как будто бы что-то стоит. Там внешки и питомцы. Так, здесь у нас что? У нас есть шанс, чтобы открыть что-то, получить рандомно какую-то плюшку. Окей, ее получили. Дальше идем по сюжетке. Такс. Я не знаю, ребят, дальше вам до скольки это видео записывать. Наверняка многие, возможно, просто не посмотрят или не понравится что-то. Но мне самому интересно, я хотя бы до нескольких данжей дойду, посмотрю. Может, что-то еще новое увижу. Естественно, что весь контент мы не будем сейчас здесь это все проходить. Крылья. Дефолтные крылья. Измененные. Да, мне нравится, красивый. Unreal Engine 4 вот куда ушел, ребята. Вот здесь, конечно, в демонстрации очень красиво все показано. Очень круто смотрится. Это мне нравится. Да, прикольно, очень. Так, значит, у нас сейчас ближайший этот expansion в плане крыльев. Их грейда, их получения. Крылья в этой игре, ребят, это основа. Основа здесь крылья, питомцы. Что у нас еще были? Руны. Потом у нас откроется эмблемы сигили. И еще что у нас? Набор питомцев я говорил. В принципе, то, что я сейчас на данный момент могу вспомнить, в принципе, все я назвал. Вот. Почему говорю основа? Потому что это те грейды, те вещи в игре, которые дают тебе самый такой сильный буст, основополагающий буст именно по персонажу, по его развитию. Соответственно, я его так назвал. Основу. Фундамент персонажа. Очевидно, конечно, что это еще есть шмотки, но шмотки это дефолт, скажем так, да? Сообщение какое-то, окей, но фрукты дают, яблочки. Так, пропускаем. Мобов. Рисовка мобов некоторых, ребят, более-менее неплохое, да? Но на некоторых как бы такое ощущение, что сэкономили. Вот трава, то, что от ветра двигается. Тень есть отображение, которое меняется от вашего положения, ракурса. Адекватно меняется, ребят. Но я тут и напоминаю, то, что я выкрутил в настройках все полностью. Так, мы совершаем полет. Точки А до точки Б. Ну, прикольно. Какие-то вот такие эти преодолевать.
интересно. Самой, конечно, понятно, сейчас это сюжетное, а самой игровой механики, как это применять, дальше мы посмотрим. Вот. А я могу вообще слезть? Окей. По сюжету так. Дева с Аквой нам что-то лечит тут. Так, данж у нас дефолтный данж снаряжения. Первый прошли. Так, второй на 90-м. Сложный данжен. Сложный данжен. Во второй части сложность данжа распределялась на 3 ранга. Обычный, там, высокий и ад. Сколько я помню, было что-то такое. Здесь, как я увидел, то есть 2 ранга, да? Плюс время, за которое вы должны пройти данж. И у вас будет, соответственно, ранг этого данжа. Чем выше ранг, тем лучше плюшки. То есть самый высокий ранг — это S-ранг пройти данж. Вот время, за которое вы должны этот ранг пройти. Если прошли, вы получаете награды якобы лучше. У нас, по-моему, тут рыжая шмотка уже выпала, да? Вижу, тело выпало. Такс. Ну да, моделька рисовки, конечно, лучше намного. Там дефолтная, там шмотки вот так, когда одеваешь, снимаешь. Тут есть такие нюансы. Видишь, без рукавов было, все видно. О, круто, что нам выпал посох еще. Так, окей. Настоятельно показывает, что нам шмотка якобы выпала. Так. И что это было? Мы заточку перенесли с того фио на этот. Как я понял. Нет, на заточка здесь была. Статы перенесли. Окей. Хорошо. Сейчас знаем, что есть такая функция. Чуть изменения есть косметические в этом плане. Там тоже такое же было. В принципе, во вкладке, да. Ну, тут у нас еще добавится, конечно. Это у нас внешки, насколько я понял. Да. Да. Ну, от наборов разные. Причем внешки те же самые перерисовки. Допустим, вот этого фараона внешка, там она была еще давно. Это старая внешка. Так, у нас ранг капается. Ранг дает нам статы все так же. Мы можем пушку одеть новую. Посохи. Ребят, что касается насчет магов, для тех, кто в новинку, маг, многие персонажи тут могут ходить либо с двуручным оружием в один слот, либо в 2 слота с оффхендом, одноручным оружием. У магов это один жезл и щит, либо посох двуручный. В чем же отличие? Отличие, что оффхенд, именно дополнительный, да, вот этот слот, он со статами на защиту. У магов, у лучников это колчан, у магов это щит, у варов это щит и так далее, да, соответственно. Защиты больше, а с двуручным посохом типа с урона больше, вот так. Попервой, те, кто играет, небольшой гайдес, вообще не заморачивайтесь, просто
одеваете то, что вам дает больше статов. Допустим, вот этот посох, он двуручный. Причем это тот же посох, двуручный, именно моделька посоха та же самая, что и это второго ранга. Да, это второго ранга посох. Такая же, как и второй части. Так, мы можем это все разрушить. Все, погнали дальше. Забираем эту ачивку. Что у нас тут открылось? Рейтинги открылись, показывает. 82 тысячи БМа. Это новый сервер, да. Это у нас что? Рейтинги по разным этим. Я не буду смотреть, почему это рейтинги. Тут просто разные, по разным ачивкам разные рейтинги. Вот, видите? Кстати, вот о чем я говорил. Сейчас мы разберем, что касается. Да, я не могу его посмотреть. Подождите. Персонаж, ребят. Маг. Сет. Вот это синий сет, который на нем, ну, вообще желтого ранга. Вообще, вот это нарисованная внешка, то, что на нем. Моделька вот этого сета. Один в один со второй части. Ничего не изменилось. Крылья один в один. Визуальная составляющая ауры, именно заточки, точно так же выглядит. Вот эта аура под ногами, который след, другой, и чуть на крыльях. Оружие и щит, что я говорил. Это оружие и щит у него Архангела. Это фулл донатное оружие. И оно дорогое, ребят. Оно стоящее. Потому что там очень крутые статы. Вот. Да, вот щит мы видим. И оружие. Ну, тут видно уже сигиль у него, внешка. Третьего ранга кольца. Так, фулл третий сет у него. Ну, прикольно. Слушайте, подождите, а может это и не Архангел? Ну, сейчас у нас, когда откроется, посмотрю. Посох и щит, он прям один в один модельки, рисовка именно Архангела. Ну, донатное оружие, которое в первую очередь все стремились получить, потому что оно имбалансное в игре, оно намного круче и сильнее. Те ребята, которые даже играют без доната, всегда стремятся получить в этой игре самый первый буст. Это вот снаряжение Архангела. Не снаряжение, а именно оружие. Естественно, это у нас основное оружие и дополнительный, да, слот. Пушка и щит. Вот. Сейчас мы скоро доберемся до питомцев. Так, мы еще до крыльев не дошли. Сейчас мы посмотрим, что у нас дальнейшее. Кстати, насчет БМа, такого большого разброса, быстрого буста на первых порах, как там, нету. Там, конечно, чуть поактивнее это. У нас 68 у нас показывает данж, либо в гильдию, то, что мы можем вступить в данный момент на 64 левел. У нас еще ачивка выполнялась какая-то. Потихоньку собираем алмазы. И побежали, да? Ну, то, что камера не фиксируется. Возможно, в настройках есть фиксация камеры. Я люблю, чтобы камера зафиксирована была с определенного угла, и от этого угла следовало за персонажем. Вот примерно это вот такой угол, вот сверху, да, чтобы я персонажа видел вот так, чтобы я мог вокруг его оси вертеть. Вот, все. Оно как-то вот так спускается, вот так, ну, что-то не то. Так, у нас тут показывают плюшки какие-то за первые места, какой-то ивент. Монеты дали нам.
Окей, спасибо, 1500 золота. Ну, на старта, скажем, новой игры какие-то, возможно, есть промокоды, именно плюшки какие-то на офсайте у них в корейском. Я, если честно, не обозревал, я лишь прочитал общую информацию, что в этой игре они, скажем так, какой экспириенс нам предоставляют, какой опыт, что нам вкратце ожидать от этой игры. Но в какие-то плюшки, промокоды я не углублялся, ребят. Можете ругать меня за это, но... так, у нас PvP локация, видимо, открывается что-то. Ну, это у нас понятное дело. Рейд босса. Рисовка шкалы нанесения урона, активности, она такое себе. Она привычнее у нас, более скомпонована была и меньше пространства занимала слева. Здесь у нас очень много места занимает. И плюс она ближе к боссу и очень неудобно. И, отлично, мы можем ее скрыть. Это все вопросы с этого уходят. Ну, типа, в ненужном месте. Так, типа локация PvP-шная, босса били, там еще вот, персонаж атаковал якобы другого персонажа, да, чужого чара. Да, момент такой. Игра всегда нравилась. То, что, ребят, в этой игре... Так, открывается что? Первый ранг шмотка рыжая, которую мы можем выставить на продажу за определенную игровую валюту. Вот такую. За нефрит. Что касается рейда боссов здесь, ребят. Здесь это ПК-зона. Полностью PvP-зона. И всегда на этих спотах боссов был фан. А вот шмот, который падает на другой класс, у нас отображается в таком растительном эти. И мы можем его выставлять на продажу. Вот так вот. Вставляем его. Вот. И так что вот такой момент, ребят. Тут не прийти мирно всем серверам, бьешь там босса. Нет, тут за боссов будут биться. Если топу пришли, бьют там и все. Плюс боссы тут очень быстро умирают. Понятное дело, на первых этапах чуть-чуть живут боссы, а так потом боссы будут просто шотиться. Так что вот такие вот пироги, ребят. Так. У нас тут, кстати, иконочка такая появилась, интересно. PvP локация, данжен. Ребят, это контент, который мы заслужили. Нет. Ребята, я не знаю. Для промо. Подождите. Надо заскринить. Сейчас, секунду. Картинка, конечно, сейчас приблизится слишком. Я заскриню. Ой. Так, отменить. Сейчас, секунду. Вот так вот. Я нашел промо к игре. Я не знаю, делать им или нет. Это было забавно, конечно.
Так, на продаже у нас показывает, что у нас продалось, да. Ну, старт игры, ребят. И, конечно же, будут покупать. Потому что даже на нас есть, да, то, что на нас такс. Как выделить то, что нужно нам? Окей. Это на нас или что? Давайте купим боссов себе, рыжий. Да, это надо было просто открыть его. Отлично. По статам, конечно, намного выше. Разброс статов значительный тут в игре между обычной рыжей, да, и лиловой шмоткой, сами видите. Так, это что у нас? Токен на прохождение какого-то. Именно так. На первых порах вообще не рекомендую скупать этот шмот, и его вообще насыпет достаточно. Тут высокий ранг шмота. Левел быстро апается, то есть высокий ранг можно чуть позже получить. Вот. Если вы активно играете, там добываете, фармите боссов каких-то данжей, с шмотом в игре проблем не бывало. Единственное, шмоты тут крафтятся, подбор делается под редкие статы, там по типу удар удачи, превосходство, защиты, тогда только в процентном соотношении. Такие шмотки ценятся больше. Так. Да, конечно, в разных моментах рисовка по-разному выглядит. Порой очень страшно, прям глаза вы. Ну, вы смотрите вот сейчас в ракурсе, посмотрите на боссов, на персонажа. А теперь мы приблизим, я вообще не буду менять, сейчас я приближу. Ну, я не знаю, ребят. Это трэш просто. Ну, такое. Без комментариев, как говорится. И про геймплей я вообще молчу. Ну, блин, ребят, вы сами видите, что это. Пишите в комментарии, у вас как с этой графикой на телефонах. На телефонах, понятное дело, чуть-чуть может быть лучше будет. Ясное дело, что на эмуляторе как-то этот. Но игра-то под эмулятор тоже сделана. Кстати, ребят, настройка эмулятора. Сейчас я вам покажу. Вам показать не могу. Full HD, понятно, разрешение у нас максимально выставлено. Такс. Нет, здесь в эмуляторе все настройки выключены. И железо позволяет, кстати, все это на максимум выкрутить. В настройках вы видели, я все выкрутил, но большие вопросы. Но я ожидал, что картинка будет гораздо круче.
намного просто круче картинка будет. Как оказалось, не очень, да. Да, если смотреть картинку с таких ракурсов, то да, конечно. А, Высрать проект, чтобы просто высрать его. Я аж теперь задумался, выкладывать этот ролик или нет. Но я выложу, потому что как информация для тех ребят, которые думают, а что же делать с этой игрой? Стоит ли ее играть вообще? Типа, я играл, вот нравится, что делать? Можете вот моим примером визуально посмотреть. И я не удивлюсь, я знаю, что, возможно, уже многие уже сделали какие-то обзоры или что-то такое. Но я субъективно свое мнение того человека, который играл в эту игру не один десяток дней на протяжении года и больше. Так что я думаю, вам интересно будет послушать, посмотреть. Так что такие вот дела, ребят. И напишите в комментариях, что вы думаете по этой игру вообще. Вообще, какие проекты вы хотели бы увидеть, что думаете вообще насчет игр. Вот, чтобы у нас какая-то обратная связь с вами образовалась, да? Так. Нравится ли вам такой формат обозрения или мнения о каких-то проектах, допустим, еще не глобал релиза, те же на Корее, либо какие-то проекты другого характера, жанра или что-то такое. Вообще, что думаете? Напишите, нравится или не нравится, что и как вообще. Если видео наберет достаточно лайков и как бы вам нравится такой формат обозрения, скажем, скажем, такой поверхностный, холодный первый обзор прям с экрана старта, да? Как ощущается игра, что и как. В частности, это может быть и старые проекты, актуальны они и сейчас или нет, и так далее. Можете написать об этом. Если нравится, пролайкать. Соответственно, если есть такой-то отзыв, что многие этого хотят, мы это будем делать. Вот. Так, с нас что-то тут новое открылось. Что? Ну, вот, кстати, об этих сигилях. То, что мы и говорили, да. Так, это же оно, да. Угу. Так, у нас еще заточка. Где это было сейчас у нас? Так, это проходки в разные данжи, которые мы можем с разных кусков крафтить. Кардинально ничего не изменилось. Для тех ребят, которые задрачивали эту игру вторую часть No Origin 2, никакого труда не составит интуитивно понять, что и где, и как прокачивать. Даже перевод не нужен в многих местах, вообще абсолютно. Вот. Единственное для себя перевод этих скиллов досмотреть, возможно, там какую-то механику что-то изменили. А так, в принципе, все понятно. Даже рисовка тех же. Единственное, вот с книжками чуть-чуть изменилось, и вот эти не вещи, то, что дают, но это на старте. Перья чуть подрисованы, другие, но в общем они визуально и камни, все остальное то же самое. То есть без каких-либо кардинальных изменений, ребят. Что имеете в виду? Так. Это у нас что? Это у нас показывает, что нам не хватает левелов. Будьте добры, сходите, апните. Понятно.
Данж для XP у нас. Плюс у нас камни дополнения. И все вот так по кругу. Ачивки. Ну, старт, понятное дело. Пустите так. Почему так отображено, я не понимаю. Ну да ладно. Понял. Здесь дополнение идет по кругу. Вот в этом чуть есть изменения. Окей. Базовые статы усиляют. Так. Ачивку забираем очередную. На эти же камни. Потратили эти камни, получили эти камни. Самое простое применение, если не знаете где, просто их нажимаете и применяете. Так, сейчас сотый апнем. У нас еще 1,5 минуты. Так, шмот можем сломать. Так, ачивка за 100 левел. Окей. Это у нас что получается? Это у нас условия, которые мы должны выполнить для активации крыльев, чтобы они у нас появились. Так, это у нас что тут? Данж. 3 шмотки у нас. Надо, чтобы были на нас одеты, да, золотые. 2 одеты. Сейчас сделаем еще одну. Надеюсь. По-моему, на нас 3 одеты было или нет? Или что-то я путаю. Вроде 3. Значит, что-то другое. Кстати, кувырка или прыжка дефолтного у нас нету. Есть у него свой у класса. Вот у мага есть свой. На А-ранг, конечно, но ладно. Так, супер шмотка, это на нас или нет? Вроде бы на нашего персонажа. Чекнем, да, наш персонаж. Так, окей. Крылья и 100-й левел, это понятно. Пробуждение скиллов у нас и погнали. Крылышки получаем. Наколдовали, говорит, на, чувак. Но всю игру, конечно, побегал
на авто персонаж. И здесь в этой локации у нас он решил авто вообще напрочь отключить. И знать бы, что сделать. Что это за локация? Сейчас разберемся. Чувак, так, окей. И прикольно. То есть всю сюжетную линию проходил персонаж на авто. Тут дело дошло до крылья. Это у нас чат слева. И что-то здесь, да, окей, ясно. Просто корейский изучать надо. Да. Еще бы для начала хотя бы английский изучить. О, сейчас там такие крылья нам дадут, о господи, там вообще. Прям смотрите. Ангел воплоти. О, да ладно, прям прорастают, что ли? О, да. Самые стрёмные крылья. С крыльями мы видим, что нам добавляет навык. То, что это интересно. То, что с крыльями навык вот нам показывается. Скилл. Крылья. Окей. Которые ресурсы в башне мы должны добывать. И здесь теперь летать будет. Так, что у нас тут появилось? Ограниченное, короче, пишут, что чувак, ты избранный, для тебя именно ограниченный питомец. Действует час, стоит очень дешево. Бери, будь счастлив. А вот по типу такого, видите? Здесь новое в шопе открывается вкладочки. Это прем, так говоря, да? У нас здесь верхняя строчка, которую мы получаем награды за достижение определенных ачивок левела. И мы можем активировать за деньги, за донат, прем. Так, на третьем мы не можем, потому что нам нужен высший левел. Вот у нас получается награды у нас 100-го левела и выше. Потом идет у нас первое пробуждение, 25-й левел и так далее. Короче, пробуждение и левел. Ну, все так же, как и было. Ничего нового. Здесь у нас что? Еще одни ачивки. Крылья. Перья. Такс. Ладно, ой,
берем ачивки. Себе снаряжение. Раньше выборочная каждую шмотка можно было делать, да, или на что-то отдельно упор делать. Крылья можно разблокировать. Он показывает грейд, как они меняются, да. Так, только вот этот момент я не понял. Ясно. Надо со 100-го левела грейд. Именно от крыльев. Не персонажа, а крыльев. Макс босс. Гоу сходит. Пока сюжетка идет, ребята, так направлять будет, что-то новое открывается, направляет, и вы это проходите. На авто вообще не напрягаясь, можно это делать. Кто кричит, плачет, фу, авто, здесь есть волшебная кнопка. Просто не нойтесь, что авто. Нажмите эту волшебную кнопку и в 2 руки просто задрочитесь в любую игру руками просто до усрачки. Это мобильные игры, и слово мобильные, это как бы, знаете, меньше времени хочется тратить на такое. Если хочется задротить такие игры, есть компьютерные проекты, ПК-игры, в которых все руками, можешь сесть стационарно за компьютер и задрачивать ее сколько угодно в ручном режиме. Те, кто кричат на своих роликах, фу, очередное дерьмище с авто, это больные люди, которые элементарно не понимают, что они обозревают и о чем они говорят. Это мое мнение, ребята. Возможно, будет отличаться от вашего, но я так считаю, что... Я считаю, это нормально, то что в мобильной игре есть авто. Вот таких несложных задач, рейда каких-то боссов, просто поставил какими-то своими делами, может заняться, пока фармить ваш персонаж. Что-то делать. Если я хочу что-то там, допустим, вручную что-то делать, те же бои, допустим, авто просто отключается, и вы порядок скиллов сами нажимаете, как считаете нужно. От механики в зависимости от скиллов, да. Все делаете сами. Почему бы и нет? Вот и весь вопрос. Сказать, чтобы просто сказать, ну типа, сказать так, чтобы просто ляпнуть, это я считаю, что такие люди остальных за идиотов считают, когда начинают говорить об этом, и причем таких идиотов хватает, то что в ответ они тоже поддакивают. Да, чувак, ты прав, да. Блин, дофига альтернатив и игр вообще без авто в плане, если ты хочешь на мобилке играть без авто, это мазохисты какие-то. Просто сидеть в игре. А так, вариант, вот, ребят. Берете, нажимаете кнопочку волшебную, да, включить авто и, пожалуйста, в путь. Вообще, не вижу никаких проблем в этом. Пожалуйста, дерзайте. Так, еще одну проходку пройдем мы сейчас, чтобы у нас...
Шмот чуть-чуть оделся, левел загрейдился. Ну, уже второй гир, второго ранга. Почти. Желтяк. По статам, конечно, я не смотрю, что у них. Просто БМ поначалу вообще не имеет смысла. Просто смотрите, что больше БМа дает. То и качаете. Одеваете. Ну, конечно... С графой, конечно, ребят. Напишите комментарии обязательно, как у вас кто с мобилы играет, как у вас вообще. Но я разочарован настроем. О, кстати, нифига. Шмотка выпала. Или это у нас купили? Нет, такая блестящая красноля. А почему не ограниченная? Ну, на продажу, конечно, ушли они. Давайте еще. Я думаю, что мы можем еще здесь посмотреть. Ну, давайте сюжетку еще попройдем. Дальше что-то смотреть, показывать смысла есть или нету. Либо завершать видео. Пишите, интересно ли в таком формате игры, вообще что думаете об этом. Как я ранее говорил. В общем, так. Так, вот у нас грейд с крыльями открывается. Естественно, прокачка тоже самое. Качаем сначала обычные дефолтные перья, а потом слэп, грейд за другие. Все то же самое. Вот здесь распределили отдельный ранг и бэк. Ну, соответственно, это перья у нас с башней добывается, как и прежде. Так, что-то купили. Конвертик, у нас награда какая-то. И каналы, которые мы можем менять в регионе, в котором мы находимся. Так, перья забираем за прокачку, да? И опять эти перья по кругу можем туда прокачать. При прокачке достижения определенного ранга тех же крыльев у нас там дополнительные бонусы добавляются. Пассивные, активные, видите, ачивки на каждом. Так. Не понял, что это такое. Что у нас там пишет? Интересно посмотреть. Что она от нас требует? Сейчас мы переведем его. Ну тут могила Клея. Клея спит здесь навсегда. Мы любим ее навсегда. Я буду скучать по тебе и буду хранить тебя в своем сердце. После прикосновения закрывается.
Окей. Всё. Без вопросов. Я думал, там что-то должно было произойти. Поэтому. Так. У нас шмотка продалась. Еще одна. Ну, кстати, это редкое кольцо. Но они второго ранга. Типа, я бы сейчас сам тоже мог купить эти шмотки. Но не имеет смысла. Старт, второй ранг. Вы чё, ребят? Я в эту игру так задрачивал. Но ты на старте тут вообще можешь два пробуждения полететь вперед. Потому что здесь левел быстро апается. Да, это из тех игр, которые там миллиард будет по левелу. Ну, у нас, видите, первое пробуждение 11 левел. 111 левел считайте. Вот. Если вам так удобно. Что у нас тут? У нас пати кто-то. Стань, чувак, не надо мне пати. Тут ты меня сейчас, я знаю. Я бы вступил, просто мне не трудно, просто по каким-то своим делам дальше пойдет, и персонаж будет бегать за ним. При том, что сейчас видео записываю, и речь вообще совсем не об этом. Речь прощупать максимально, что мы такое увидим. Что нам будет интересно. А почему? Окей, ясно. Награду, что ли, получить вместе? Ну давай, приглашай за нами. 78-го? 100... 178-го, или чё? Так, скиллы, новые скиллы. Понятно. 155 левел нужен. Вообще прокачать все. Какой у нас по левелу? Вот так. Блин, жалко, не на нас выпал, да? Или на нас? Вот так жалко. Что так дешево? Я хочу подороже продать. Блин, и лук выпал голдовый. Кстати, это тоже второго ранга. Что-то купили, да? Уже что-то купили. Ну, монетки капают, но в любом случае это в плюсе. Можете одеться потом уже с высокого ранга шмота. Да ладно. У нас его еще тут достаточно. Видим, что кольца тоже быстро выпали. Потому что они редкость. Пока что весь второй ранг. Гир второго ранга падает. Кстати, по шмоту. По звездам, да. По звездам, говорю, по ячейкам.
Ну, пока что не открыты. Там камни еще можем инвестировать, да, вставлять. Нет. Дефа, атаки и так далее. Все по дефолту. Ничего нового. Да, картинка омерзительная. Просто... Может реально перезапустить игру, я не знаю, может настройки надо перезапустить, чтобы настройки сохранились, и как? Сейчас попробуем. Потому что это не дело. Здесь сейчас уже более-менее стал, да? Для промо скрин сделаю. Нет, ничего не помогает. Ну, трэш. Да. Ну вот ради этого начинать и идти со второй части играть, ребят. Конечно, это ваше дело, но... Здесь что еще надо выкрутить, чтобы... Знаю, еще раз проверю я. Ну, тут все на высоких поставлю. Еще раз проверю. Давайте даже просто не, скажем, свои настройки свободные, а вот дефолтные настройки системы высокие. Выберем. Не. Ну, сами посмотрите и скажите, как вам картинка. Как вам картинка? Вот картинка. Кстати, в конце, возможно, если у меня там осталась игра Origin 2, возможно, мы сможем запустить ее. Ладно, я сейчас затягивать дальше не буду. Ну, в принципе, понятно, по какому, скажем, плану и в каком русле движется игра, что мы получили. Я как бы за этим проектом не следил, чтобы что ожидать, что думать. Просто в описании как этот движок. Визуальная составляющая, то, что от движка зависит по механике именно скиллов или каких-то вещей в игре, да, анимированных. Оно есть. Оно чувствуется. Но, ребят, модельки, прорисовка игр вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Тут, если это не так, скажите. Допустим, кстати, вот Origin 2 есть у меня. Сейчас мы туда зайдем, и я вам покажу для сравнения. WebZen. Надеюсь, она у меня скачанная давно. Я в нее заходил, ребят, давно. Но сейчас быстро скачаем. Поностальгировать. Все-таки
Плюс я хотел посмотреть, что там нового было. Конечно бы я бы сейчас продемонстрировал бы, проходил бы, побегал по своим старым персонажам, но как в начале видео я говорил, нас эти разработчики хорошенько опрокинули, когда объединили все сервера, и я просто напрочь удалил все. И просто, когда решил поностальгировать, просто посмотреть еще раз проект, потому что очень сильно скучал по нему, когда ты много времени потратил в эту игру. Я вот скачал посмотреть ее. Сейчас просто наглядно я вам покажу картинку. Игру с Unreal Engine 4, новую часть, вот это старая часть. Так, окей, неважно. Ну, сразу видите, да, даже по вару, если смотреть, да, вар здесь нарисованные, которые воин, сразу видно, что модельки персонажа одни и те же. Теперь вспомните лучника. Где, видите, где лучше доработан. Это вторая часть. Вспомните промо в начале игры, третьей части. Что больше привлекает? А? Что? Скажите мне. Что больше привлекает внимание? Как можно выпускать новый проект, обновленную версию, когда у вас старая игра больше дает экспаншена, именно опыта игрового и интереса, чем новая игра. Все, создаем, допустим, сейчас, секунду, персонажа, неважно. Единственное, видите, тут нету создания внешки, потому что тут все доспехами закрыто, нафиг не нужно. И теперь я вам покажу графу саму. Видите, у нас, ну ладно, сейчас будем. Сюжетные квесты, линии слева изображены, там справа, здесь у нас иконка персонажа есть. Открытие скиллов и вообще скиллов, говорю, все функции в игре, они практически одинаковые. По графике я вообще кардинального отличия не вижу. Вот это даже более чуть-чуть, не знаю, более доделано, что ли. Понятное дело, она как-то топорно, как-то плоско ощущается, но в чем прикол? Ну, не знаю. Такое себе. Вот. Соответственно, ребята, не будем как бы дальше мусолить эту игру. Кому будет интересно, как-то черпанет с этого для себя информацию, стоит эту игру играть или нет. В плане те ребята, которые играли в эту игру и узнали, что вышла новая часть. Вот о чем я хотел до вас довести, рассказать. Надеюсь, чем-то вам эта игра, говорю, видео поможет, как-то просветит мой взгляд на эту игру, как человека, который немало часов проиграл в этой игре. Ну что, ребят, пора прощаться. Всем удачных каток, всем добра, подписывайтесь, ставьте лайки, палец вверх, если вам понравилось видео, если не понравилось, можете написать, почему не понравилось в комментариях, но и не забываем прожать колокольчик, чтобы вы получали уведомления. Если вам интересно видео, вы получаете уведомления, ставите колокольчик, когда выходит новое видео, либо у нас стрим. Стримы у меня регулярно, практически каждый вечер. На данный момент проект, который я обозреваю и играю с вами, дорогие подписчики, это Guardians of Claudia. Вот. Будут новые проекты тоже, есть проекты, которые я жду, в которых я буду
играть я не хочу на Корее. Возможно, какой-то стоящий проект если есть. Если вы желаете, можно и поиграть в новый какой-то, но пока что я жду некоторые проекты, которые есть в Global релизе. Хочу, чтобы полноценно в них насладиться и поиграть с вами. С вами был Excalibur Game, ребят. Всем пока, всем удачных каток, всем добра, покеда.